Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Виталий Соколов. Если вы программируете на Pascal или Delphi и вам нужна бесплатная среда программирования для создания коммерческих и некоммерческих проектов, то возможно есть смысл обратить внимание на среду программирования Lazarus. А перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх и написать комментарий. Это важно для продвижения видео. Заранее всем спасибо. Lazarus – это кроссплатформенная среда разработки для FreePascal, совместимая с Delphi. После провалившегося проекта Megiddo в 1998 году, который должен был стать клоном Delphi, в 1999 году началась разработка среды Lazarus. Это среда программирования под Object Pascal с интерфейсом в стиле Delphi, но бесплатная и с открытыми исходными кодами. Lazarus включает LCL библиотеки, которые более или менее совместимы с VCL библиотеками Delphi. Среда использует компилятор FreePascal Compiler. Именно благодаря ему можно компилировать свои приложения на огромное количество различных платформ и операционных систем, которые поддерживаются компилятором. Разработчиками среды программирования Lazarus являются Клифф Безман, Шейн Миллер, Майкл Хесс, а также многие другие. На данный момент разработкой среды занимается Lazarus Team. Среда написана на языке Object Pascal. У Lazarus бесплатная лицензия. Согласно лицензии GPL, пользователь имеет право запускать среду для любых целей, распространять ее, изучать и изменять ее исходный код, но предоставлять его в открытом доступе. Создавать свои программы можно как бесплатные, так и коммерческие, платные. Предоставлять исходный код своего приложения не обязательно, но в случае использования LCL и FCL библиотек нужно оставлять ссылки на них. Среда поддерживает языки Object Pascal и Assembler в режиме Intel и AT&T. Установить Lazarus можно в операционных средах Windows, Linux и macOS. За счет FreePascal Compiler можно создавать проекты под огромное количество архитектур и операционных систем, а также создавать веб-приложения с транслированием кода в JavaScript. Поддерживается множество LCL компонентов, но можно адаптировать и компоненты VCL из Delphi для работы с ними. А можно писать и свои компоненты. Интерфейс среды поддерживает многоязычную локализацию, поэтому каждый пользователь может работать с удобным ему языком. Можно гибко настраивать графические режимы и размер .exe файла. Имеется подсветка синтаксиса, форматирование и подстановка шаблонов кода. Имеется совместимость с проектами, которые написаны на Delphi и FreePascal, так как используется его компилятор. Поддерживается большое количество компонентов и библиотек. Также у Lazarus довольно низкие системные требования. Из минусов можно отметить наличие некоторых багов и недоработок и определенная медлительность в некоторых моментах. Отсутствует дата Snap, который имеется в Delphi. Но недоработки довольно оперативно исправляются и работа над данной средой активно продолжается. Подводя итог, можно сказать, что Lazarus отлично подойдет для программирования проектов любого уровня и под широкий перечень платформ и операционных систем. Связка с FreePascal Compiler делает из Lazarus мощный программный инструмент. Конечно, все еще встречаются недоработки, но если о них писать разработчикам на официальном сайте в раздел багов, они их оперативно стараются устранять. И компилятор, и среда программирования очень быстро развиваются и пополняются многими новыми возможностями. Популярность данной среды и компилятора постоянно растет, и уже сейчас ее используют в самых разных сферах, начиная от работы с базами данных и прикладными приложениями, и заканчивая медицинскими, научными или игровыми проектами. Чтобы скачать среду программирования Lazarus, можно воспользоваться несколькими способами. Я бы советовал второй из них. Для первого способа нужно запустить свой браузер и в поле поиска написать Lazarus или Lazarus IDE. Переходим на официальный сайт, находим кнопку «Скачать сейчас». Под этой кнопкой есть выпадающий список, в котором можно выбрать операционную систему, в которую мы планируем установить среду Lazarus. При желании можно скачать его SourceForge. При скачивании, в зависимости от настроек браузера, файл-установщик качается либо в папку загрузки, либо в папку, которую вы выбрали. После скачивания запускаем файл-установщик, выбираем язык установщика, нажимаем «Далее», выбираем путь, куда мы хотим установить среду программирования. По умолчанию это локальный диск C. Для выбора другого места нужно нажать кнопку «Обзор».
Если поставить галочку напротив пункта «Установить вторично», то старая версия среды Lazarus останется на компьютере и сможет и дальше работать. Таким образом, на один компьютер можно устанавливать большое количество независимых друг от друга версий Lazarus. Это может быть необходимо для проектов под разные сборки и версии Lazarus. Мы можем видеть, сколько места займет среда программирования. Нажимаем кнопку «Далее». В этом окне можно выбрать тип установки, выбрав в выпадающем списке нужную сборку, либо можно вручную поставить галочки напротив пунктов, которые нам необходимы в Lazarus. Снова нажимаем «Далее». Если вы не хотите, чтобы появился пункт в меню «Пуск», то ставим галочку «Не создавать папку в меню «Пуск» и нажимаем кнопку «Далее». Если же вам удобно запускать Lazarus именно через пуск, тогда просто нажимаем «Далее», не ставя галочку. В следующем окне можно поставить галочку «Создать ярлык на рабочем столе». Также, если у вас есть установленная версия Lazarus или была ранее и вы хотите настроить новую версию с нуля, а не применять старые настройки, ставим галочку «Удалите все уже имеющиеся каталоги и настройки». Нажимаем кнопку «Далее», а затем кнопку «Установить». Если этого не делать, то будут применены старые настройки среды Lazarus. После удаления старых настроек или при первой установке, при первом запуске Lazarus может попросить указать файл настроек. В этом случае можно нажать на кнопку «Восстановить файл настроек» или выбрать файл настроек на вашем компьютере. Второй вариант установки. Нужно в строке поиска в браузере написать FPC-App Deluxe. FPC-App Deluxe — это графический установщик FPC и Lazarus с гибкими детальными настройками и возможностью скачивания даже новых еще нестабильных версий, а также дополнительных модулей и типов установки. Он не застаряет реестр операционной системы и позволяет иметь на компьютере большое количество различных независимых версий. Но, возможно, придется вручную настраивать ассоциацию файлов. Это делается через правый клик мыши по файлам проекта в Lazarus. Выбираем свойства и нажимаем «Изменить» напротив «Тип приложения». В списке выбираем Lazarus или нажимаем «Еще приложение» и находим .exe файл Lazarus. Указываем его в качестве запускающей программы. Переходим на требуемый сайт, либо можно скачать с GitHub. Далее выбираем файл для нужной операционной системы и скачиваем его. После скачивания переместите файл в папку, куда вы хотите установить Lazarus. Запускаем файл установщика. Если операционная система выдаст сообщение о нежелательном приложении, нужно нажать «Подробнее» и выбрать пункт «Выполнить в любом случае». После запуска окна будет выдано предупреждение, которое можно либо закрыть, либо согласиться с ним. В случае согласия будет происходить пересылка информации. С левой стороны вы увидите два столбца с выбором. В первом можно выбрать версию компилятора Free Pascal Compiler. Во втором столбце правее можно выбрать версию Lazarus. Под ними есть кнопка для установки только компилятора или только Lazarus. Еще ниже есть более длинная кнопочка для установки компилятора и Lazarus одновременно. Если внизу будет нажата кнопка Stable, будет установлена последняя из стабильных версий, а немного правее можно включить установку LAMV. Это позволит создавать приложения и под операционную систему Android и ряд других платформ. То есть добавляется кроссплатформенность. При нажатии на кнопку Setup Plus откроется окно с дополнительными настройками. Перед установкой будет выдано сообщение о выбранном типе установки, с которым нужно согласиться, и начнется процесс установки. После завершения установки можно по ярлыку Lazarus FPC Deluxe запустить среду программирования. Если ярлык не появился на рабочем столе, тогда перейдите в папку FPC Deluxe, там зайдите в папку Lazarus, затем кликните правой кнопкой мыши по файлу lazarus.exe и выберите пункты меню «Отправить на рабочий стол». Интерфейс среды визуально напоминает среду Delphi 7, но более продвинутую в некоторых аспектах. Если вам необходимо сменить язык интерфейса, тогда нажмите Tools, затем Options, переходим слева на вкладку General, в выпадающем списке после слова Language выбираем необходимый нам язык. После выбора языка нажимаем ОК и закрываем среду Lazarus. Запускаем ее еще раз. После такого перезапуска интерфейс среды будет переведен на выбранный язык. Удалить среду Lazarus можно несколькими способами. Первый. В старых версиях операционной системы Windows можно перейти в меню «Пуск», там выбрать панель управления, выбрать в выпадающем списке вверху справа «Показывать мелкие значки», затем выбрать пункт программы или «Установка и удаление программ». В новых версиях Windows можно просто в строке поиска написать «Установка и удаление программ». Запускаем приложение. В списке нужно найти нашу среду, нажать на нее и нажать на кнопку «Удалить».
Также для удаления программы можно воспользоваться специализированными программами типа CCleaner или Uninstall Tool через пункт «Деинсталляция». После удаления среды необходимо совершить очистку реестра. Вариант второй. Зайдите в папку с установленным Lazarus, найдите файл uninst или uninstall и запустите его. Когда будет выдано сообщение об удалении среды Lazarus, нужно согласиться и запустить процесс удаления. Вариант третий. Перейдите к папкам FPCApp Deluxe или Lazarus и удалите эти папки вручную. После удаления нужно проверить следующие папки на наличие папок и файлов от среды Lazarus. Место, куда среда была установлена, папка «Документы», app Data или Application Data и Program Data на локальном диске, где установлена операционная система. Также не забывайте почистить реестр после полного удаления Lazarus специализированными программами, например, CCleaner, Uninstall Tool, Advanced System Car и другие. На этом у меня все. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Если так, то не забудьте поставить палец вверх под видео, подписаться на канал и написать комментарий. Это важно для продвижения видео. С вами был Виталий Соколов. Удачи вам в программировании и до встречи в следующих видео.